комнате воцарилась полная тишина. Всего несколько секунд назад здесь было шумно, звучал смех, подшучивание и знакомый хаос, который сопровождал BTS повсюду. Тэхён стоял посреди комнаты, вежливо улыбаясь, принимая шутки и небольшие подарки с присущей ему теплотой. Все казалось обычным. Слишком обычным. Затем Чингук шагнул вперед. Он почти ничего не сказал. Никаких игривых комментариев. Никакой улыбки. Просто тихий взгляд, от которого остальные постепенно замолкали, один за другим, еще до того, как подарок перешел из рук в руки. Что-то изменилось. Тэхён тоже это заметил. «Почему ты такой серьезный?» Тихо рассмеялся он, пытаясь разрядить обстановку. Но Чингук лишь покачал головой и протянул коробку. В тот же миг, как Тэхён открыл ее, его улыбка застыла. Внутри не было ничего броского или дорогого. Это было что-то личное, очень личное. Что-то, что мог помнить только Чингук. Что-то, связанное с моментом, который, как думал Тэхён, все забыли. В комнате воцарилась полная тишина. Руки Тэхёна задрожали. Он попытался отмахнуться от этого смехом, быстро моргая, но голос его подвел. Его плечи опустились, и прежде чем кто-либо успел остановить это, слезы потекли по его щекам. «Я не думал, что ты это помнишь», – прошептал он. Наконец, Чингук заговорил тихим, но ровным голосом. «Я никогда не забывал». Никто не прервал его. Камеры продолжали снимать, но никто не двигался. Остальные участники молча наблюдали, понимая, что они являются свидетелями чего-то искреннего, чего-то настоящего, что нельзя было спланировать или поставить по сценарию. Тэхён закрыл лицо руками, потрясенный, и Чингук без колебаний подошел ближе. В тот момент это были не BTS, мировые иконы. Это были просто два человека, стоящие в тихой комнате, связанные воспоминаниями, слишком тяжелыми, чтобы их больше скрывать. И все знали, что это не просто подарок. Это было признание без слов. Тэхён пытался дышать ровно, но в груди у него сжимало. Предмет в его руках весил гораздо больше, чем должен был, не из-за того, что это было, а из-за того, что он символизировал. Много лет назад, в один из самых трудных периодов их жизни, Тэхён упомянул об этом лишь однажды. Поздно ночью. Без персонала. Без камер. Только усталость и искренность, просачивающиеся сквозь щели. Тогда он посмеялся, отмахнувшись, как будто это не имело значения. Но Чингук прислушался. «Я думал, ты забыл», – тихо сказал Тэхён, его голос все еще дрожал. «Я думал, это не важно». Чингук снова покачал головой. «Ты сказал это, когда тебе было больно», – ответил он. «Это сделало это важным для меня». Остальные участники обменялись взглядами. Они не вмешивались, но и не могли отвести взгляд. Это не было представлением. Не было сценария, не было шутки, чтобы смягчить момент. Тэхён вытер слезы, пытаясь взять себя в руки, но эмоции не стихали. «Ты не представляешь, как много это значит», — признался он. «Я даже не понимал, что мне это нужно до сих пор». Чингук слабо улыбнулся, с облегчением, сам почти растроганный. «Я просто хотел, чтобы у тебя было что-то, что напоминало бы тебе, что ты не был одинок тогда. И ты не одинок сейчас». И тут Тэхён окончательно сломался. Он шагнул вперед и крепко обнял Чингука, уткнувшись лицом ему в плечо. В комнате воцарилась тишина из уважения. Ни аплодисментов. Ни поддразниваний. Только понимание. Один из участников наконец прошептал. Вот почему мы все еще вместе». Когда камеры наконец возобновили работу и смех медленно вернулся, что-то изменилось. Все в комнате поняли, что этот подарок не просто дружба. Он – память, верность и связь, зародившиеся в моментах, которые миру никогда не суждено было увидеть. Объятия затянулись дольше, чем кто-либо ожидал.
Когда они наконец отошли друг от друга, Тэхён издал дрожащий смех, смущенный слезами, но не в силах скрыть, насколько сильно он был тронут. Он продолжал смотреть на подарок, проводя по нему пальцами, словно боясь, что тот может исчезнуть. «Ты помнишь ту ночь?» – тихо спросил Чингук. Тэхён замер. Конечно, помнил. Это было много лет назад, после напряженного графика, после того, как в интернете накопилась критика, после того, как усталость наконец взяла верх. Тэхён сидел один, глядя в никуда, убежденный, что должен быть сильным, даже когда чувствует пустоту. Он не плакал. Он не жаловался. Он сказал только одну фразу, почти в шутку. «Интересно, заметит ли кто-нибудь, если я на время исчезну?» Он никогда не думал, что кто-то воспримет это всерьез. «После этого я не спал», — продолжил Чингук, его голос был едва слышен. «Я все думал о том, что ты сказал. Тогда я не знал, как тебе помочь, поэтому пообещал себе, что запомню». В комнате стало тяжелее. «Я не знал, что ты это носишь в себе», — признался Тэхён. «Я даже не помнил, что это сказал». «В том-то и дело», — ответил Чингук. «Когда тебе больно, ты забываешь слова. Но те, кому не все равно, не забывают». Глаза Тэхёна снова наполнились слезами, на этот раз быстрее. Он кивнул, не в силах говорить. Годами фанаты гадали об их связи, об общих взглядах, тихих жестах, моментах, которые казались слишком глубокими, чтобы их объяснить. Но это выходило за рамки того, что когда-либо фиксировали камеры. Речь шла о выживании. О том, чтобы заметить человека, когда он тихо ломается. Один из участников слегка откашлялся. «Вы двое заставите всех плакать», — тихо пошутил он. Сразу никто не засмеялся. Теперь все поняли. Этот подарок был не о настоящем. Он был о прошлом, которое Чингук отказывался забыть, и о будущем, которое он молча оберегал. «Спасибо», — наконец сказал Тэхён ровным, но эмоциональным голосом. «За то, что вы видели меня, даже когда я не просил вас видеть». Чингук кивнул. «Всегда». На несколько долгих секунд мир словно замер. Никто не двигался. Даже BTS не знали, как прервать то, что только что произошло. RM первым отвел взгляд, сжав губы, словно пытаясь заземлиться. Чимин быстро моргнул, глаза заблестели. Юнги уставился в пол, скрестив руки, впитывая тяжесть момента. Джин медленно выдохнул, кивнув самому себе, словно наконец понял что-то, что никогда не произносилось вслух. Это была не неловкая тишина. Это было уважение. Тэхён стоял тихо, все еще держа подарок. Слезы перестали течь, но выражение его лица изменилось, стало мягче, легче, словно с его груди сняли тяжесть. «Я не знал, что кто-то это заметил», — сказал он. «Правда, не заметил». «Я всегда замечаю», — без колебаний ответил Чингук. В этот момент настроение изменилось. Чимин шагнул вперед первым, снова обняв Тэхёна. «Ты не можешь просто так исчезнуть», — тихо сказал он, наполовину в шутку, но совершенно искренне. Один за другим участники приблизились друг к другу. Не ради камер. Не ради фанатов. А ради него. На мгновение BTS перестали смотреть на мир. Они смотрели друг на друга. Позже фанаты пересматривали этот ролик снова и снова, замечая детали, о которых никто не говорил, как Чингук постоянно поглядывал на Тэхёна, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, как Тэхён оставался рядом с ним после этого, как шутки звучали мягче, чем обычно. AR и Муай говорили, это было по-другому. И они были правы. Потому что иногда самые сильные моменты BTS — это не громкие. Это тихие моменты, когда любовь проявляется без зрителей, когда забота доказывается без слов, и когда один подарок говорит все, что никогда не было сказано вслух. За окном начал мягко падать снег. Мелкие белые хлопья опускались, прилипая к стеклу, словно напоминание о том, что год подходит к концу. Внутри мягко мерцал свет, отражаясь от украшений и оберточной бумаги, разбросанных по полу.
Тэхён все еще держал темно-синий блокнот. Его рука лежала на ней, словно он боялся, что если отпустит, момент может исчезнуть. «Я тут подумал», – тихо сказал Чингук. «Этот год меня кое-чему научил». Тэхён поднял взгляд. «Как бы сильными мы ни казались, нам все равно нужен кто-то, кто напомнит нам, что у нас все хорошо». Тэхён медленно кивнул. «Итак», – продолжил Чингук, протягивая мизинец, – «давай дадим обещание. Когда нам будет тяжело, мы больше не будем держать это в себе». «И никаких притворств, что все хорошо», – тихо добавил Тэхён. Чингук улыбнулся. «И никаких улыбок во всем». Тэхён сцепил мизинец с мизинцем Чингука. «Обещаю». Чимин усмехнулся. «Значит, это теперь групповое правило?» РМ кивнул. «Кажется, справедливо». Джин поднял руку. «И тот, кто нарушит его, купит еду для всех». Они смеялись, тихим, нежным смехом. Но обещание осталось в силе. Обещание, данное не для камер, не для поклонников, а друг для друга. Под рождественскими огнями 7 человек пообещали защитить 7 сердец. И почему-то это казалось самым важным подарком из всех.